Приветствую всех любителей вязания. Меня зовут Людмила, и вы на канале Вязание для всех. Сегодня еще одно видео в копилку уроков вязания. И я хочу показать, как закрыть петли резинки 2 на 2 при помощи иглы. Те, кто подписан на мой инстаграм, уже видели два поста. Я вяжу джемпер из полухлопка с люрексом. В этом джемпере у меня по низу изделия планки с разрезами. И в этом видео я хочу показать, как я провязываю кромочные петли, чтобы край планки был вот такой уплотненный, немного подкрученный назад. Видите, как загибаются кромочные петли, создавая такой округлый край. И смотрится это аккуратно, что с лицевой, что с изнаночной стороны. Еще хочу обратить внимание, что в таких случаях планка должна быть одной ширины с основным изделием, поэтому в этом изделии я вязала планку тем же номером спиц, что и основное полотно. И при переходе из резинки 2 на 2 в полую резинку также не меняла номер спиц на меньший. Итак, давайте приступим к мастер-классу. Сейчас я провяжу пару рядов и покажу, как я провязываю кромочные в лицевом и изнаночном ряду, чтобы получился такой край. Итак, первую кромочную я снимаю как лицевую. Обращаю ваше внимание, что я вяжу классическими петлями. Далее вяжу резинку по рисунку. И последнюю кромочную я вяжу также лицевой. Первую кромочную снимаю как лицевую, последнюю кромочную провязываю лицевой. В изнаночном ряду первую кромочную снимаю так, как она у меня лежит. Далее вяжу резинку по рисунку. И последнюю кромочную провязываю изнаночной. То есть в изнаночном ряду первую кромочную снимаю так, как она у меня лежит на спице, последнюю кромочную провязываю изнаночной. Далее нам нужно перейти из резинки 2 на 2 в полую резинку. Как я уже говорила, в этом конкретном случае я не меняю номер спиц, так как мне не нужно, чтобы край резинки был стянут. Итак, первую кромочную я снимаю, провязываю одну лицевую. Далее у меня должна быть изнаночная. Поэтому меняем петли местами. Я снимаю лицевую, вывожу нить перед работой и снимаю изнаночную петлю. Меняю их местами. Провязываю лицевую. Далее изнаночную снимаю, нить перед работой. Лицевая. Далее меняем петли местами. У нас должна быть сейчас изнаночная. Снимаю лицевую петлю, нить вывожу перед работой, снимаю изнаночную и меняю их местами. Провязываю лицевую. Далее изнаночную снимаю, нить перед работой, лицевая. И вновь нужно поменять петли местами. Лицевую снимаю, изнаночную снимаю, нить перед работой, меняю петли местами и провязываю лицевую. Далее изнаночную снимаю, нить перед работой, лицевая. В конце я меняю петли местами, снимаю лицевую, кромочную снимаю, нить перед работой, меняю петли местами
и провязываю лицевую. Сейчас я провяжу еще один ряд полой резинки. Здесь смотрите, как у меня петелька лежит. Я ее провязываю таким вот образом, чтобы она была не перекручена. Изнаночную снимаю нить перед работой, лицевая, изнаночную снимаю нить перед работой, лицевая. То есть полую резинку мы всегда вяжем в каждом ряду одинаково. Изнаночную снимаем, лицевую провязываем. И последнюю кромочную также провязываю лицевой. Итак, я провязала 2 ряда полой резинки. В случае с джемпером я провязывала 4 ряда полой резинки, то есть 1 ряд перехода и еще 3 ряда. Можно вязать 2 ряда, можно 4. При круговом вязании я иногда вяжу 3 ряда. Но это все зависит от модели, от пряжи, от номера спиц и от желаемого результата. Ситак, сейчас отмеряем нить в 4 раза длиннее, чем ширина планки, плюс 10-15 сантиметров запаса, и отрезаем ниточку. Итак, сейчас мы будем закрывать иглой, вводим иглу справа налево в кромочную и первую лицевую петлю. Снимаем петли со спицы и немного затягиваем. И сейчас будет 4 этапа действий, которые будут повторяться. Итак, первый этап. Вводим иглу в изнаночную петлю слева направо. Вытягиваем нить. Далее, второй этап. Подхватываем левую стенку первой лицевой петли и правую стенку второй лицевой петли. Протягиваем нить. Далее третий этап. Вводим иглу справа налево в изнаночную петлю. Затягиваем нить. И четвертый этап. Снимаем 2 петли со спицы. Подтягиваем ниточку. И повторяем 4 этапа. Первый этап. Слева направо вводим иглу в изнаночную петлю. Далее подхватываем стенку лицевой петли первой и второй петли. Затягиваем ниточку. Третий этап. Вводим иглу справа налево в изнаночную петлю. Четвертый этап. Снимаем петли со спицы. И повторяем все 4 этапа. Первый, второй, третий, четвертый. В Инстаграм в одном из последних постов есть видео, как я закрываю петли иглой. Вы можете сохранить его у себя в закладках, и это будет для вас подсказкой, если вдруг подзабыли, открыли и подсмотрели. Следите за натяжением нити, сильно
не затягивайте, чтобы край у вас был одинаковой плотности. Вот здесь вот видите, петелька немножко у меня вылезла. И у нас остались последние 2 петли. Соединяем стенки лицевых петель и в конце вводим иглу в изнаночную справа налево и в кромочную. Вот таким образом вытягиваем ниточку, снимаем петли со спицы и затягиваем. И в итоге у нас получился вот такой край. То есть мы провязали только 2 ряда полой резинки. Ниточку нужно вывести будет на изнаночную сторону, где-то вот здесь сделать узелок и протянуть кончик нити в полую резинку. И сейчас мы можем сравнить резинку, где я провязала 4 ряда полой резинки и 2 ряда полой резинки. Но хочу отметить, что пряжа одна и та же, а спицы разные. Этот образец я вязала на спицах 3,25, а этот на спицах номер 4. И здесь я провязала 4 ряда полой резинки специально для того, чтобы край у меня не растягивался. А для спиц меньшего диаметра вполне подойдет и 2 ряда полой резинки. Буду очень рада, если этот мастер-класс будет для вас полезен. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Обязательно пишите комментарии, я всегда им очень рада. Желаю вам всего самого наилучшего. До новых встреч. Пока-пока.